А вот хотел спросить вас о визите Путина в Казахстан, где он, среди прочего, встретится с Си Цзиньпином. Как оценивать эту встречу? Это плановая или какие-то, может, должен Путин объяснение давать Си Цзиньпину, что вот извините, но я там что-то Скандер подписал, и может это как-то не очень понравится Пекину. Ну, по крайней мере, об этом говорили и в офисе президента Украины, и Соединенных Штатов Америки, что Пекин может как-то остро отреагировать на договоренности Путина и Ким Чен Ына. Ну, Игорь, мне бы хотелось сказать, с вами согласиться и сказать, что да, Пекин остро на все это отреагирует, Пекин недоволен, он, значит, сейчас займет какую-то там более жесткую антипутинскую позицию. Но, к сожалению, вот я пока не вижу оснований это утверждать. Вот в том, что происходит пока, ну, видимых таких признаков я не замечаю. Может быть, знаете, какое-то, ну, там, минимальное недовольство, наверное, есть, но вряд ли оно способно сдвинуть Пекин с откровенно такой пропутинской, пророссийской позиции, потому что она объективно, ну, то, что делает Путин, объективно слишком выгодно Китаю, понимаете, и плюсы все равно перевешивают минусы. Пекин заинтересован в Путине как в человеке, который дестабилизирует ситуацию в мире и отвлекает внимание Запада и Америки в первую очередь от, собственно говоря, самого Китая. То есть пока они борются... Путин сейчас там самый плохой парень в мире, так сказать, для американцев и для Запада. И это замечательная новость для Си Цзиньпиня, потому что если бы не Путин, то вполне возможно этим парнем был бы назначен сам Си. И все силы, которые были брошены Западом на борьбу с Путиным, были бы направлены против Си Цзиньпиня. У него, как известно, тоже масса... Он на соседей пока не нападает, но... Во-первых, угрожает, бряцает оружием в отношении Тайваня. Во-вторых, ну, очень серьезные проблемы с демократией, с правами человека в самом Китае. Там с этим вообще никогда хорошо не было. Но между, условно говоря, 1980-м и там, моментом прихода Си Цзиньпиня к власти ситуация постепенно улучшалась. Была надежда, что она движется более-менее в правильном направлении. Были эксцессы типа Тяньаньмэня, но в целом, ну, тренд на долгосрочной перспективе, так сказать, он был позитивный. Си Цзиньпинь развернул все в обратную сторону, и ситуация там ухудшается. Да? Поэтому у него есть шансы оказаться самым плохим парнем, вот если бы не Путин. Да? И поэтому Путин, ну, прям супер для него нужен. Запад теперь не столько претензий к Си предъявляет, сколько звонит с просьбой повлиять на Путина и, значит, попытаться его как-то утихомирить и умиротворить. Да, когда к тебе приходят с просьбами, но ты в ответ можешь с ответной просьбой выкатывать, так сказать. Да? Я думаю, что на этом фоне, Игорь, там какая-то там чересчур чрезвычайная активность Путина на северокорейском направлении, но она не настолько, так сказать, встревожит Пекин, чтобы он изменил свою позицию по отношению к Путину в целом. Может быть, они обозначат свое недовольство в какой-то минимальной форме. Значит, скорее всего, они это сделают, знаете, как раз продемонстрировав интерес к пространству СНГ повышенный. Значит, потому что как Северная Корея для Китая, так и пространство СНГ для Путина, то, что там у них называют мягкое подбрюшье, так сказать, да. Поэтому сам визит Си там в Китай и, значит, в страны Средней Азии, он может рассматриваться как такой месседж, там, не думай, что ты безнаказанно можешь копаться в нашем мягком подбрюшье, если захочешь, если ты будешь это делать, то мы это будем делать у тебя в мягком подбрюшье. Повторюсь, не думаю, что это стратегически изменит отношения между ними. Объективно, два автократа, объективно противостояние с миром демократии, так сказать, их подталкивает в объятия друг друга. Но это как с Лукашенко. Путин и Лукашенко реально ненавидят друг друга. Они прошли через такое количество противоречий и конфликтов, и тем не менее на международной арене они являются абсолютными союзниками друг друга и друг друга поддерживают, просто исходя из принципа, так сказать, против кого дружите. Вот дружба против, она часто бывает более прочной, по крайней мере на каких-то временных отрезках, более прочной, чем дружба, так сказать, без вот этого там против кого-то, да.
В общем, так. Да, Аббас, вы вспомнили об отношениях Лукашенко и Путина. А скажите, пожалуйста, вот сейчас опять новоиспеченный министр обороны белорусов прибыл в Москву, извините, в Беларусь на какие-то переговоры. Лукашенко опять сказал, что вот белорусы опять втягивают войну, мы стягиваем войска на границу с Украиной. Ну, к чему я веду? А почему, если так можно сказать, Путин балуется с Лукашенко? Но он же имеет танки, да, имеет какие-то вооруженные силы. Он контролирует ядерное вооружение на территории Беларуси. Почему просто, условно говоря, да, не заехать, там, сменить Лукашенко или другие процессы и тогда уже использовать территорию Беларуси для своих следующих там целей? Там и страны НАТО, ну и, конечно же, Украина. Ну, Игорь, это же, конечно, такие действия не понравятся белорусам. Да, и Путин не больше, мне кажется. И не больше. То, как белорусы справляются внутри с этим режимом, Вот смотрите, значит, Лукашенко кое-как справился с протестом, значит, против себя последним, потому что силовики и армия остались, ну, силовики в целом и армия в частности, это самое важное, остались лояльными по отношению к нему. Вот. А будут ли они лояльны по отношению к Путину? Ведь это, ну, такая слишком очевидная агрессия. То есть это внешняя агрессия, попытка лишить нацию государственности, суверенитета. Но вот украинцы ведь сопротивляются этому. Ну так и белорусы теоретически тоже могут начать сопротивляться, понимаете? И Путин получит войну на два фронта. Вот. Даже если не будут сопротивляться, хотя, понимаете, ну кто сейчас может гарантировать Путину, что не будет сопротивления? Те же самые чекисты, которые говорили ему, что его украинцы встретят цветами, как он вообще после этого может верить? Один раз уже они же его обманули. Да? И вот они будут приходить и говорить, да, белорусы, это не украинцы, они совсем, так сказать, по-другому относятся, они мечтают, чтобы вы, так сказать, зашли и захватили Беларусь. Вот. Но у Путина-то в глубине души там все равно будет сидеть воспоминание, что это те самые люди, которые обещали ему Киев, так сказать, за 3 дня на блюдечке. Вот. Мне кажется, решиться на агрессию в отношении Беларуси после позора 2022 года, который он теперь ценой огромной крови и значит, растрачивая остатки ресурсов и реально двигаясь в направлении революции и утраты власти, но он поверить снова вот этим людям, которые вот ввели под монастырь, но я как-то вот сильно сомневаюсь. То есть это, у этого проекта издержек, потенциальных издержек гораздо больше, чем плюсов. Ну то есть в чем радость использования территории Беларуси для вторжения в Украину? Ну да, конечно, удар во фланг. Но что вот он прям принципиально будет отличаться с точки зрения эффективности от вторжения там с территории, я не знаю, Брянска, там Брянской области, Белгородской там и так далее, откуда изначально наступление начиналось. Значит, да не будет. Там же у украинцев уже тоже выстроены рубежи обороны. Вот. И в этом смысле, ну, просто, да, там украинцам придется отвлечь часть своих войск с нынешних фронтов туда на белорусское направление. Ну, так и россиянам придется же то же самое сделать, понимаете? Ну, просто фронт растянется, но уверенности в том, что он окажется на порядок эффективнее, ну, нет оснований так считать. Например, то же самое будет. Увязнут, вот как увязли там под Часовым Яром, под Харьковом, также и тут увязнут. Ну, продвинутся вперед на какое-то количество километров и увязнут, и все. Зато в тылу свой второй белорусский фронт, понимаете? Если белорусская армия хотя бы частично значит, начнет сопротивляться, то вот, пожалуйста, у Украины новый союзник нарисовался, белорусы. Вот. В общем, такая, знаете, рискованная авантюра. Не настолько все у Путина плохо, чтобы пускаться вот в такие авантюры. Ему нужен режим союзник, ему нужна Беларусь лояльная, хотя бы и не настолько лояльная, чтобы прямо идти проливать кровь за него. Но это все равно лучше, чем Беларусь, которая в принципе вообще не лояльная, там, где началась революция. Понимаете, очень часто демократия рождается из национально-освободительной борьбы, значит, не из числа стран, в которых вот, освободительная борьба против оккупанта, в
конце концов привела к либерализации, демократизации, созданию эпохи, так сказать, и приходу модерна на место вот той архаики, в которой сейчас Беларусь пребывает. Ну, то есть это реально Путин может консолидировать все политические силы Беларуси против себя, начнем такую агрессию. То есть даже Лукашенко будет этому сопротивляться, да, сторонники Лукашенко будут этому сопротивляться, демократы будут этому сопротивляться. То есть все объединят усилия, прям вот ты реально можешь создать самый худший для себя вариант, когда Беларусь в результате борьбы с тобой станет демократической. Вот. Лучше не трогать, лучше, как говорится, не чесать там, где не чешется. Да, Аббас, хотел бы также вспомнить визит Орбана в Киев. Официально Песков сказал, что Будапешт не контактировал с Москвой, но параллельно МИД Сиярта, да, Венгрии, поговорил с Лавровым, они там сказали, что все хорошо, нас меньшины мы будем защищать, ну, как всегда. Я к чему веду? И вот появилось также, не знаю, насколько верить в эту информацию и почему именно через него, но вот глава МИД МВД России Колокольцев тоже сказал, что якобы один из вариантов, может быть, это какое-то курирование Крыма обеими сторонами, это и Россией, и Украиной. Я к чему веду? Насколько, вот понятно, Трамп, да, и Запад, они устали от войны, они скорее бы хотели ее закончить. Насколько вы считаете, Путин и Кремль понимают слово компромисс, понимают слова договариваться, говорить, и насколько они тоже нуждаются как минимум в прекращении огня? Игорь, ну, во-первых, по-моему, Колокольцев сам ничего такого не говорил, это слухи появились. Да, слухи, я и говорю, слухи, да. Да. Значит, ну, зачем верить, так сказать, слухам о том, что якобы Колокольцев что-то там привез в Америку, вот, когда Путин сам не дали как 2 недели назад своим собственным ртом, так сказать, выставил условия Украине. Ну, надо исходить из того, что эти условия вот такие. И, конечно, там ни о каком совместном курировании Крыма речи не идет. Вот, он не собирается отдавать то, что считает своим. Он собирается захватить чужое, понимаете? Ему подавай Николаев и Херсон, а не то, что там, да, заберите, так сказать, половину Крыма себе в виде проекта совместного курирования. Вот. Просто, ну, есть же вот очевидное на поверхности. По внутриполитическим соображениям, вот вы говорите, готов ли он, так сказать, на компромиссы. По внешнеполитическим соображениям готов. Значит, потому что затянувшаяся война, она, ну, не отвечает его интересам, она слишком дестабилизирует ситуацию, подтачивает базу, на которой стоит его власть, да, и потенциально дестабилизирует ситуацию, и рано или поздно это вообще революция может закончиться, как Первая мировая привела к революции 17 года. Поэтому вот в этом смысле он бы готов был на компромисс. Но по внутриполитическим основаниям он не может себе позволить пойти на компромисс, потому что компромисс будет проинтерпретирован как его слабость, его поражение, и его легитимность просто обнулится. И после этого удержать власть ему будет крайне трудно. Он начал эту войну, Игорь, по внутриполитическим соображениям. Ему нужна была маленькая победоносная война для того, чтобы консолидировать, так сказать, нацию, которая вот разлагалась, ну, с его точки зрения. Да, начиная с 2018 года были заметны процессы эрозии, падения рейтингов, рост оппозиционности. И к 2024 году, если бы не эта война, ну, это бы привело реально уже вот к тому, что очень трудно было бы удержать власть. Значит, и для того, чтобы вот власть консолидировать, он решил сделать то, что называется маленькой победоносной войной. Уверяю вас, не было бы Украины, он бы что-нибудь другое придумал, на кого-нибудь другого бы напал. Ему нужно было вот то, что в нашей традиции называется маленькая победоносная война, в европейской традиции называется diversionary war, отвлекающая война, если можно так перевести. То есть это на самом деле, ну, феномен хорошо известный. Диктаторы всего мира любили консолидировать власть с помощью поиска внешнего врага, там, начиная от Гитлера, так сказать, и заканчивая Путиным. Вот. И вот эти внутриполитические соображения, повторюсь, которые предопределили наличие войны, ну, тот факт, что война началась, они не позволят Путину
уйти с Украины без чего-то такого грандиозного, то, что можно будет предъявить российскому социуму и элитам, и населению, значит, в качестве доказательства того, что вот мы победили. То есть Путин, вся его власть, вся его легитимность держится на мифе о том, что он победитель, он всегда побеждает. Вот. И он не может себе позволить этому мифу рухнуть. Да, Аббас, правильно ли я понимаю, что вот постоянно внутриполитические вопросы есть у Путина, их нужно решать за счет внешней агрессии, да? Правильно я понимаю, вот мы вспоминали с вами, да, что 8-й год это Грузия, 14-й год это аннексия Крыма, вот сейчас 22-й год полномасштабное сражение в Украину. Я так понимаю, за логикой действий Кремля и Путина нужно и опасаться и странам Балтии, да, если будут успехи в Путина или даже параллельно, потому что ему дальше нужно кормить чем-то внутри России. Тут есть сложность, Игорь. Маленькая победоносная война хороша для внутренней политики, когда она маленькая, победоносная. Так вот, страны Балтии, мне кажется, и маленькие, и, казалось бы, ну, сами говорят в НАТО, что первые 2 недели там странам Балтии нужно 1 на 1 противостоять вторжению. Да, но война со странами Балтии – это война с НАТО. Вот. Поэтому какое-то первоначальное продвижение возможно. Да, наверное, дойдут до Вильнюса, до Риги, там, до Таллина, может быть, с них станется. Ну так они и до Киева дошли, понимаете? А чем это обернулось? Маленькая победоносная война работает на режим, когда она маленькая и победоносная. А когда она становится не маленькая, а большая и становится слишком, значит, слишком ценой, слишком большой крови обходится, то она превращается в свою противоположность. Из актива она становится пассивом, потому что общество, люди подписываются под победу, а под долгую затянувшуюся кровопролитную войну они не подписываются. Под кровопролитная затянувшаяся война не делегитимизирует режим только в том случае, если это война на своей территории. Когда враг, так сказать, сапог оккупанта топчет родную землю, тогда люди готовы терпеть это долго. Вот. А в данном случае, ну, так сказать, о чем мы туда полезли? Ну, не они к нам пришли, мы к ним пришли. Вот сейчас база поддержки войны в Украине подвергается эрозии именно поэтому. Вот если бы это было как в 2014 году быстро и легко, да, никакой эрозии бы не было. Вот. Но в отличие от 2014 года не получилось. Вот. Поэтому это тоже рискованный проект, как вот в случае с Белоруссией. К тому же, ну, он в конце концов чреват вообще ядерной войной и уничтожением, значит, всего человечества, включая и Путина с его детьми. И не факт, что он на это готов. То есть это слишком серьезная авантюра, понимаете? Вообще, я опять вот возвращаюсь к своему тезису о том, как поверить, что армия к этому готова. Ну, это то же самое, что я про Беларусь говорю, это относится и к Прибалтике. Но опять будут приходить эти генералы и говорить, все готово. Значит, возьмем там... значит, Ригу там за 3 дня. Но Путин-то помнит, что они ему и Киев за 3 дня обещали. Как им можно верить после этого? В общем, есть серьезные сложности в этом смысле. Да, консолидировать нацию за счет внешнего врага хочется, но возможности эти не безграничны. Ты должен этого врага побеждать, а если этому проигрываешь, то пошел к черту. А выиграть у НАТО затруднительно, слушайте. Да, Аббас, спасибо большое за этот разговор, спасибо, что нашли время проговорить про эти процессы и в России, и вне России. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Нагадаю, з нами був політтехнолог Аббас Галямов.